Представьте, вы голодаете по 2 дня подряд, чтобы накопить на билет до очередного кастинга, где вам скажут «нет». Вы спите на матрасе на полу с 2 незнакомцами в комнате размером с кладовку. Ваши родители отказались от вас, потому что вы выбрали неправильную мечту. А теперь представьте, что через несколько лет весь мир будет знать ваше имя. Миллионы женщин будут мечтать о встрече с вами. Крупнейшие стриминговые платформы будут предлагать вам контракты. Но за всем этим блеском скрывается история, о которой почти никто не знает. Керем Бурсин. Для одних – турецкий принц с голливудской внешностью. Для других – талантливый актер, покоривший десятки стран. Но что на самом деле стоит за этой безупречной картинкой? Почему его собственные родители отвернулись от него в самый тяжелый момент? Что произошло на том злополучном кастинге у легендарного Раджера Кармана, после которого карьера Керема могла закончиться, не начавшись? И главное, какая темная тайна связывает его с публичным скандалом, который едва не разрушил все, что он строил годами? Сегодня вы узнаете всю правду о человеке, который прошел через ад, чтобы стать тем, кем восхищаются миллионы. Вы услышите о токсичных отношениях под прицелом камер, которые разбили его сердце на глазах у целого мира. О публичном унижении на сцене, когда весь зал замер в напряжении. И о том моменте, когда Керем чуть не сломался окончательно, но нашел в себе силы подняться. Но предупреждаю, эта история не для слабонервных. Здесь есть все – боль, предательство, борьба и невероятный триумф. И самое шокирующее откровение ждет вас в конце этого видео. Оставайтесь с нами до финала, там я расскажу о том единственном решении, которое Керем принял в самый темный момент своей жизни и которое перевернуло абсолютно все. Это то, о чем он молчал годами, и что объясняет, почему он стал именно таким, каким мы его знаем сегодня. Готовы узнать правду о принце без короны? Тогда поехали. Октябрь 2025 года. Красная дорожка одного из престижных международных кинофестивалей освещена тысячами вспышек. Толпа замирает, когда из автомобиля выходит мужчина в безупречном костюме, высокий, с проницательным взглядом и той самой улыбкой, которая покорила миллионы сердец по всему миру. Керем Бурсин. Имя, которое сегодня знают далеко за пределами Турции. Его профиль в социальных сетях насчитывает десятки миллионов подписчиков. Контракты с ведущими стриминговыми платформами, включая Netflix, сделали его лицом нового турецкого кинематографа. Журналы от Стамбула до Лос-Анджелеса размещают его фотографии на обложках, называя иконой стиля и символом современной мужественности. Бренды выстраиваются в очередь, чтобы заполучить его в качестве амбассадора. На международных фестивалях его встречают овациями, а критики отмечают не просто внешние данные, но глубину и искренность каждой роли. Но кто же этот человек на самом деле? Откуда взялась эта магнетическая харизма, которая заставляет замирать зрительные залы? Что скрывается за безупречным образом восточного принца, покорившего западный мир? Камеры ловят каждое его движение, фанаты кричат его имя, а он идет по красной дорожке с той уверенностью, которая кажется врожденной. Однако мало кто знает, что этот путь к славе начинался совсем не здесь, не на сверкающих подиумах Европы или в роскошных студиях Голливуда. Этот путь начинался далеко от Стамбула, в жиркой американской провинции, где молодой парень с турецкими корнями работал до изнеможения, почти не спал и не знал, где найдет деньги на завтрашний обед. Там, где никто не кричал его имя, а каждый день был борьбой за выживание и право называться актером. Техас. 90-е годы. Маленький мальчик с огромными карими глазами смотрит в окно школьного автобуса на бескрайние просторы американского штата. Его семья только что переехала сюда из Турции, и все вокруг кажется чужим: язык, люди, даже запахи. Керем Бурсин родился в Стамбуле, но детство его прошло в постоянных переездах. Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, а затем Соединенные Штаты. Его родители работали в международных компаниях, и судьба семьи походила на бесконечное путешествие без точки возврата. Но именно в Техасе начался процесс становления той личности, которую мы знаем сегодня.
Керем был сыном турецкой семьи в американской среде, вечный иностранец, которому приходилось доказывать свое право на место под солнцем каждый день. Он учился говорить по-английски без акцента, дружить с ребятами, которые сначала смотрели на него с недоверием, адаптироваться к системе образования, где никто не делал скидок на происхождение. В старших классах он нашел способ выразить себя через музыку. Керем собрал рок-группу, где играл на гитаре и пел. Это была его первая сцена, его первая публика, пусть и состоявшая всего из нескольких десятков одноклассников в школьном актовом зале. Именно тогда он впервые почувствовал этот выброс адреналина, когда все взгляды устремлены на тебя, когда ты можешь заставить людей чувствовать то, что чувствуешь сам. После школы последовал колледж Эмерсон в Бостоне, престижное учебное заведение, известное своими программами по маркетингу и коммуникациям. Но Керем выбрал не самый очевидный путь. Он записался на курсы актерского мастерства, хотя родители мечтали видеть его в деловом костюме где-нибудь в офисе крупной корпорации. Споры, непонимание, разочарование с обеих сторон. В конце концов, семья поставила условие: если хочешь быть актером, пробивайся сам. И он пробивался. Работал официантом в барах, подрабатывал на стройках, снимал крошечную комнату с 2 соседями, где едва хватало места для матраса на полу. Иногда у него не было денег даже на еду, и он голодал по 2 дня, чтобы оплатить проезд на очередной кастинг. Лос-Анджелес встретил его не красными дорожками, а очередями таких же молодых, амбициозных и отчаянных ребят, готовых на все ради шанса. Город ангелов превращался для многих в город разбитых надежд. Каждый день десятки отказов. Каждую неделю сотни парней с похожими резюме и мечтами. Керем ходил на прослушивание с утра до вечера, получал холодные отказы, возвращался в свою комнату и репетировал монологи перед зеркалом до глубокой ночи. Он засыпал с мыслью о сцене и просыпался с той же самой мыслью. Друзья из колледжа уже устроились на стабильные работы, покупали машины, снимали приличные квартиры. А он все еще жил в режиме выживания, цепляясь за веру в то, что когда-нибудь все изменится. И в один обычный день, когда он уже почти смирился с очередным провалом, судьба подарила ему встречу, которая перевернула все. Именно в Лос-Анджелесе, в городе, где рождаются и умирают тысячи мечтаний ежедневно, он впервые столкнулся с человеком, который видел в нем не просто еще одного безымянного актера, а настоящий потенциал. Человеком, чье имя в Голливуде произносили с особым почтением. И этот шанс, каким бы невероятным он ни казался, стал началом всего. Роджер Корман. Легенда независимого кинематографа, человек, открывший миру Джека Николсона, Роберта Де Ниро, Мартина Скорсезе. Его студия была известна тем, что давала шанс молодым талантам, когда крупные студии даже не удостаивали их взглядом. И вот Керем Бурсин стоял перед дверью в кастинговую студию Кормана, сжимая в руках потрепанный сценарий. Он провалился. Полностью. Керем вышел из той комнаты, понимая, что выступил хуже некуда, забывал текст, сбивался, нервничал так, что его голос дрожал. Обычно после таких прослушиваний следовало вежливое «мы вам перезвоним», которое означало конец. Но произошло нечто неожиданное. Корман остановил Бурсина у выхода и спросил, готов ли тот работать не за гонорар, а за опыт. Готов ли приходить каждый день, учиться, пробовать снова и снова. Керем согласился, не раздумывая ни секунды. Следующие месяцы стали для него настоящей школой выживания в киноиндустрии. Он получил крошечную роль в малобюджетном фильме, несколько сцен, пара реплик. Но Бурсин относился к этому так, словно ему доверили главную роль в блокбастере. Приходил на площадку раньше всех, оставался позже всех, наблюдал за работой режиссера, оператора, изучал каждый аспект кинопроизводства. Корман заметил это упорство. Он видел, как Керем впитывал знания, как горели его глаза, когда он смотрел на съемочный процесс. После первого фильма последовали другие небольшие проекты. Бурсин снимался в эпизодах, играл второстепенные роли, но каждый раз вкладывал в работу абсолютно все. Он учился не просто играть перед камерой, а существовать в кадре, чувствовать ритм сцены, понимать, что хочет сказать режиссер. Параллельно Керем продолжал ходить на другие кастинги. Теперь у него было хоть что-то в портфолио,
хоть какой-то опыт. Но Голливуд оставался жестоким, для крупных студий он был недостаточно известен, недостаточно американизирован, недостаточно правилен для главных ролей. Его турецкое происхождение становилось то преимуществом, то препятствием в зависимости от проекта. Бурсин понимал, что пробиться в первые ряды голливудских звезд будет почти невозможно. Индустрия была переполнена талантами, а конкуренция достигала невероятных масштабов. Он мог бы продолжать годами играть эпизодические роли, медленно карабкаясь вверх по карьерной лестнице. Но где-то в глубине души Керем чувствовал, что его настоящее призвание ждет его в другом месте. Именно в эти месяцы размышлений ему позвонили из Турции. Турецкое телевидение переживало невероятный подъем, сериалы становились все более качественными, бюджеты росли, а истории начинали интересовать не только местную аудиторию, но и зрителей по всему миру. Продюсеры искали актеров с международным опытом, тех, кто мог бы принести свежий взгляд в индустрию. Керем Бурсин стоял перед выбором. Остаться в Лос-Анджелесе, продолжая бороться за место под голливудским солнцем, или вернуться на родину, в страну, которую он покинул ребенком. Это был риск, он не знал, примет ли его турецкая публика, сможет ли он конкурировать с местными звездами, не забыл ли родной язык настолько, что это помешает карьере. Но что-то внутри подсказывало Бурсину, что именно там, в Стамбуле, его ждет то, ради чего он голодал, работал до изнеможения и отказывался сдаваться все эти годы. Судьба звала его домой. И Керем решил ответить на этот зов, даже не подозревая, что именно там его имя должно было прогреметь на весь мир, а он сам станет символом нового поколения турецких актеров. Стамбул 2012 года встретил Бурсина странной смесью знакомого и совершенно нового. Город его детства изменился, стал более современным, динамичным, амбициозным. Турецкая киноиндустрия переживала настоящий ренессанс. Сериалы, которые раньше считались просто вечерним развлечением для домохозяек, превратились в масштабные проекты с кинематографическим качеством картинки и сложными многослойными сценариями. Керем начал с небольших ролей, осторожно прощупывая почву. Его первые проекты не стали прорывными, он учился заново, на этот раз не американской, а турецкой актерской школе, привыкал к другим темпам съемок, другому подходу к персонажам. Бурсин быстро понял, что здесь ценят не только технику, но и эмоциональную открытость, способность передать глубину чувств, которая так характерна для восточного менталитета. Его американский опыт давал преимущество. Керем умел работать с камерой так, как многие турецкие актеры только учились. Он понимал язык кино, знал, как использовать пространство кадра, как работать с мимикой, когда камера снимает крупный план. Постепенно продюсеры начали замечать этого высокого актера с необычной биографией и западной выучкой. Настоящий прорыв случился, когда Бурсин получил роль в сериале, который должен был стать экспериментом, смесь драмы, романтики и современной городской истории. Керем играл успешного молодого человека с непростым прошлым, и эта роль словно была написана для него. Он вкладывал в персонажа все то, через что прошел сам: борьбу, упорство, способность подниматься после падений. Зрители увидели на экране не просто красивого актера, а живого человека с настоящими эмоциями. Рейтинги взлетели. Социальные сети взорвались обсуждениями. Керем Бурсин проснулся знаменитым. Буквально за несколько месяцев он превратился из малоизвестного актера в одну из самых обсуждаемых персон турецкого шоу-бизнеса. После этого последовали новые проекты, каждый из которых укреплял его позиции. Но настоящая мировая слава пришла к Бурсину в 2020 году, когда стартовал сериал «Постучись в мою дверь». Этот проект изначально задумывался как легкая романтическая комедия, но благодаря химии между актерами и мастерству съемочной группы превратился в феномен, который покорил десятки стран. Керем играл Серкана Балата, успешного бизнесмена с холодным сердцем, которое постепенно оттаивает благодаря любви. Его герой был сложным, многогранным, жестким в переговорах и невероятно уязвимым в отношениях. Бурсин раскрыл этого персонажа с такой глубиной, что миллионы зрителей по всему миру влюбились не только в историю, но и в самого актера. Сериал транслировался более чем в 70 странах. Керем Бурсин стал узнаваемым от Южной Америки до Юго-Восточной Азии.
Его профиль в социальных сетях пополнился миллионами подписчиков из разных уголков планеты. Фанаты учили турецкий язык, чтобы понимать его без перевода. Бренды выстраивались в очередь за сотрудничеством. После завершения «Постучись в мою дверь» Бурсин не стал почивать на лаврах. Он выбрал проект «Если ты полюбишь», более драматичную и психологически сложную историю, где его герой проходил через серьезные испытания. Керем доказывал, что способен не только на романтические роли, но и на глубокую драму, требующую настоящего актерского мастерства. К 2025 году Бурсин стал не просто популярным актером, а настоящей иконой. Международные фестивали приглашали его в качестве почетного гостя. Стриминговые платформы предлагали контракты на эксклюзивные проекты. Керем представлял новую волну турецкого кинематографа, образованный, космополитичный, способный работать как на внутренний, так и на международный рынок. Его успех открыл дорогу многим турецким актерам на мировую арену. Продюсеры в разных странах начали внимательнее присматриваться к турецкому кино, понимая, что там есть настоящие таланты. Керем Бурсин стал мостом между Востоком и Западом, доказательством того, что культурные границы можно преодолеть, сохранив при этом собственную идентичность. Но за всеми этими достижениями, за блеском премий и вспышками фотокамер, разворачивалась другая история, гораздо более личная и сложная. История о том, как трудно оставаться обычным человеком, когда весь мир наблюдает за каждым твоим шагом. История любви, которая расцветала под прицелом миллионов глаз и должна была выдержать давление, способное сломить даже самые крепкие отношения. Когда Керем Бурсин только вернулся в Турцию, его личная жизнь оставалась за кадром. Он был сосредоточен на карьере, на том, чтобы доказать свою состоятельность как актера. Но с ростом популярности пришло и пристальное внимание прессы к его романтическим отношениям. Первой публичной историей стала связь с Серенай Саракая, известной турецкой актрисой и моделью. Их отношения начались тихо, почти незаметно для публики. Серенай была уже звездой, когда Бурсин только набирал обороты. Она была старше, опытнее, знала все правила игры с медиа. Керем учился у нее не только искусству актерского мастерства, но и тому, как сохранять личное пространство в мире, где каждый твой шаг фиксируется десятками камер. Они были красивой парой, оба высокие, харизматичные, талантливые. Пресса с удовольствием публиковала их совместные фотографии, строила теории о скорой свадьбе. Но отношения продлились недолго. Слишком разные графики съемок, слишком много внимания со стороны, слишком мало времени для двоих. Бурсин и Саракая расстались тихо, сохранив уважение друг к другу и не устраивая публичных разборок. После этого Керем на какое-то время ушел в тень, полностью погрузившись в работу. Он избегал разговоров о личной жизни, давал уклончивые ответы на вопросы журналистов. Бурсин понимал, что в мире турецкого шоу-бизнеса личная жизнь может стать либо трамплином, либо якорем для карьеры. И он не хотел, чтобы о нем говорили только в контексте романтических историй. Но судьба приготовила для него встречу, которая изменила все. Когда в 2020 году начались съемки «Постучись в мою дверь», Керем Бурсин познакомился с Ханде Эрчел, молодой актрисой, которая должна была сыграть его партнершу по фильму. С первых же дней съемок между ними возникла особенная связь. Та самая химия, которую невозможно сыграть, которая либо есть, либо ее нет. Ханде была совсем другой, моложе, с меньшим опытом, но невероятно талантливой и искренней. Бурсин видел в ее глазах ту же страсть к профессии, которая когда-то привела его самого на съемочную площадку. Они проводили вместе по 12 часов в день на съемках, репетировали сцены, обсуждали персонажей. И где-то между дублями, между репетициями, между рабочими обедами граница между игрой и реальностью начала стираться. Поначалу оба отрицали романтические отношения. Керем и Ханде утверждали, что между ними только дружба и профессиональное уважение. Но зрители видели то, что невозможно было скрыть. Взгляды, которыми они обменивались за кадром. Способ, которым Бурсин смотрел на Эрчел во время интервью. Ее улыбка, когда кто-то упоминал его имя. Социальные сети превратились в поле битвы.
Фанаты анализировали каждую фотографию, каждый пост, каждое появление на публике. Создавались целые теории, основанные на случайных совпадениях. Папарацци преследовали их повсюду, надеясь поймать момент, который подтвердил бы слухи. Давление становилось невыносимым. В какой-то момент Керем Бурсин не выдержал и впервые публично признал, что между ними действительно есть что-то большее, чем дружба. Это признание взорвало интернет. Миллионы фанатов ликовали, словно их собственная сказка стала реальностью. Но вместе с радостью пришло и удушающее внимание. Каждое их свидание становилось новостью. Каждая совместная фотография анализировалась до мельчайших деталей. Каждое отсутствие такой фотографии порождало слухи о кризисе в отношениях. Бурсин и Эрчел оказались в золотой клетке. Их любовь принадлежала не только им, но и миллионам людей, которые считали себя частью этой истории. Керем пытался защитить их отношения от внешнего мира. Он старался не комментировать каждую сплетню, не реагировать на провокации прессы. Но жить под микроскопом оказалось сложнее, чем он предполагал. Каждая их ссора становилась поводом для заголовков. Каждый период молчания в социальных сетях интерпретировался как признак расставания. К 2023 году напряжение достигло пика. Съемки сериала закончились, и вместе с ними исчезла та рабочая рутина, которая держала их вместе. Бурсин и Эрчел начали работать над разными проектами, их графики перестали совпадать. Встречи становились реже, а давление со стороны общественности только усиливалось. Постепенно стало ясно, что отношения охлаждаются. Керем все реже появлялся на публике с Ханде. Совместные посты в социальных сетях прекратились. Фанаты отчаянно цеплялись за каждый намек на то, что все в порядке, но правда была очевидна, сказка подходила к концу. Официального заявления о расставании не последовало. Бурсин и Эрчел просто тихо разошлись, каждый погрузившись в свою работу, в свои проекты. Керем снова закрылся от прессы, отказываясь обсуждать личную жизнь. Он ушел в себя, переосмысливая не только отношения, но и то, какую цену приходится платить за славу. Эта история научила Бурсина важному уроку: за каждой красивой картинкой стоит живой человек со своими переживаниями, страхами и болью. Человек, который никогда не переставал искать не славу и не признание, а нечто гораздо более ценное – смысл, который делает все остальное по-настоящему важным. После того, как отношения с Ханде остались в прошлом, Керем Бурсин словно нажал паузу в своей публичной жизни. Он не исчез с экранов, не прекратил сниматься, но что-то изменилось в его подходе к жизни. Он стал более закрытым, более избирательным в том, что показывать миру. И именно в этот период фанаты начали открывать для себя другого Бурсина, не романтического героя с экрана, а глубокого, думающего человека с четкими принципами. В интервью Керем все чаще говорил не о проектах и не о личной жизни, а о философии, которой руководствуется. Он рассказывал о том, как важно сохранять внутреннюю силу в мире, который постоянно пытается тебя сломать. О том, что успех измеряется не количеством поклонников или размером гонорара, а способностью оставаться верным себе, несмотря ни на что. Бурсин всегда был дисциплинированным, это наследие его американских лет, когда приходилось выживать в одиночку. Он вставал в 6 утра независимо от того, был ли у него съемочный день или выходной. Первым делом шла тренировка. Спортзал стал для Керема не просто местом, где нужно поддерживать форму для камеры, а своеобразной медитацией, способом упорядочить мысли и зарядиться энергией на день. Он часто публиковал фотографии с тренировок, и это были не просто красивые снимки накачанного торса для фанаток. В подписях Бурсин рассказывал о том, как физическая нагрузка помогает ему справляться с психологическим давлением, как важно заботиться о теле, чтобы разум оставался ясным. Керем видел в спорте не просто способ выглядеть хорошо, а целую философию преодоления. Каждая тренировка была битвой с собственной слабостью. Помимо спорта, Бурсин много читал. В одном из интервью он признался, что всегда носит с собой небольшой блокнот, куда записывает мысли, цитаты из книг, идеи для ролей. Этот блокнот стал своеобразным символом его внутренней жизни, той части, которую он тщательно охраняет от посторонних глаз.
Кирем говорил, что письмо помогает ему осмыслять происходящее, не терять себя в круговороте событий. Особое место в его жизни занимал Гектор, его пес, появившийся в жизни Бурсина несколько лет назад. Кирем часто делился фотографиями с четвероногим другом, и было видно, что это не просто домашнее животное для галочки. Гектор стал для него источником безусловной любви и верности в мире, где все слишком часто измеряется успехом и популярностью. С собакой можно было быть просто собой, не играть никаких ролей, не соответствовать ничьим ожиданиям. В разговорах о женщинах Кирем всегда проявлял особое уважение. Он никогда не позволял себе грубых шуток, не обсуждал бывших партнерш в негативном ключе, не участвовал в том токсичном мужском хвастовстве, которое так распространено в индустрии развлечений. Бурсин говорил о женщинах как о равных, подчеркивал важность взаимного уважения в отношениях. Его цитаты о любви расходились по социальным сетям. Кирем утверждал, что настоящая любовь – это не про страсти бабочек в животе, а про способность быть рядом в трудные моменты, про готовность расти вместе, про уважение к личности партнера. Он говорил, что отношения требуют постоянной работы, что нельзя просто влюбиться и ждать, что все сложится само собой. Эти слова звучали особенно искренне из уст человека, который прошел через публичные разрывы, через давление общественного мнения, через боль потери. Бурсин не притворялся, что знает все ответы, наоборот, он открыто признавал, что учится, ошибается, пытается стать лучшей версией себя. Кирем также много говорил о важности благодарности. Он никогда не забывал о том пути, который прошел от голодного студента в Лос-Анджелесе до международной звезды. В интервью Бурсин часто упоминал людей, которые помогали ему на разных этапах, благодарил команды, с которыми работал, признавал заслуги партнеров по съемкам. Эта искренность и человечность делали его особенным. В индустрии, где многие надевают маски и играют роли даже за кадром, Кирем Бурсин оставался удивительно настоящим. Он не пытался казаться идеальным, не скрывал своих сомнений и страхов. И именно это притягивало к нему людей, не безупречный образ романтического героя, а живой человек со своими принципами и ценностями. Его подход к жизни можно было описать словами, которые он сам часто повторял: баланс. Баланс между работой и отдыхом, между публичностью и приватностью, между амбициями и внутренним спокойствием. Бурсин понимал, что нельзя отдавать себя полностью ни карьере, ни отношениям, ни публике, нужно сохранять ядро, которое принадлежит только тебе. Но даже с такой философией, даже с таким осознанным подходом к жизни, Кирем не мог полностью избежать конфликтов и неприятных ситуаций. Слава притягивает не только восхищение, но и зависть, не только любовь, но и критику. И однажды он оказался в центре скандала, который проверил на прочность все то, во что он верил, и заставил его показать свою истинную силу характера. Церемония вручения престижной турецкой премии, 2024 год. Зал переполнен, цвет турецкой киноиндустрии собрался, чтобы отметить лучших из лучших. Кирем Бурсин номинирован в категории «Лучший актер» за свою работу в драматическом проекте. Камеры скользят по залу, ловя реакции звезд, атмосфера праздничная и напряженная одновременно. Ведущий церемонии – известный комик, чья работа заключается в том, чтобы развлекать публику между объявлениями победителей. Он шутит, острит, и в какой-то момент его взгляд останавливается на Бурсине. То, что последовало дальше, было попыткой шутки, но вышло совсем не смешно. Ведущий позволил себе неуместный комментарий о личной жизни Керема, намекая на его отношения с Ханде и используя тон, который граничил с неуважением. Зал замер. Камера поймала лицо Бурсина, на нем не было ни улыбки, ни попытки подыграть шутки. Кирем смотрел на ведущего ровным, холодным взглядом. Несколько секунд напряженной тишины, которые показались вечностью. Другие артисты в зале неловко засмеялись, пытаясь разрядить атмосферу, но Бурсин не изменился в лице. Ведущий, почувствовав неловкость, попытался замять ситуацию и быстро перешел к следующей части программы. Но этот момент уже был зафиксирован десятками камер и тысячами смартфонов в зале. К тому времени, как церемония закончилась, видео разлетелось по социальным сетям. Кирем получил свою награду той ночью, его актерское мастерство было признано коллегами и критиками.
Но когда он поднялся на сцену за статуэткой, его благодарственная речь была краткой и сдержанной. Бурсин поблагодарил команду, с которой работал, упомянул важность профессионализма и уважения в индустрии. Слова были выбраны тщательно, без прямых обвинений, но посыл был ясен всем, кто понимал контекст. После церемонии пресса взорвалась. Одни журналисты критиковали ведущего за неуместную шутку, другие пытались раздуть скандал, требуя от Бурсина комментариев. Социальные сети разделились на два лагеря: те, кто поддерживал Керима и считал, что ведущий перешел границы, и те, кто утверждал, что актер слишком серьезно воспринял безобидную шутку. Но Бурсин не стал участвовать в этой перепалке. Он не давал скандальных интервью, не публиковал гневных постов, не устраивал публичных разборок. Керем просто продолжил жить своей жизнью, работать над новыми проектами, появляться на мероприятиях с тем же достоинством, что и всегда. Его молчание было красноречивее любых слов. Фанаты Бурсина, однако, не молчали. Они массово поддержали актера в социальных сетях, создав хэштег в его защиту. Тысячи сообщений со всего мира, на разных языках, говорили одно: люди видели в Кереме не просто обиженную знаменитость, а человека, который отстаивает свое достоинство, не опускаясь до уровня тех, кто пытается его унизить. Несколько дней спустя ведущий той церемонии был вынужден принести публичные извинения. Он признал, что зашел слишком далеко, что его шутка была неуместной. Керем отреагировал на эти извинения коротким постом, в котором поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что считает инцидент исчерпанным. Никакой злости, никакого желания продолжать конфликт, просто достоинство и умение двигаться дальше. Этот эпизод стал важной точкой в восприятии Бурсина публикой. Люди увидели, что за красивой внешностью и романтическими ролями стоит человек с сильным характером, который не позволит использовать себя для дешевых шуток. Керем показал, что можно защищать свои границы, не превращаясь в агрессора, можно быть твердым, оставаясь элегантным. Коллеги по цеху также высказались в его поддержку. Многие актеры и режиссеры отметили, что Бурсин поступил правильно, не опустившись до скандала, но и не промолчав, когда его достоинство было задето. Этот инцидент укрепил его репутацию в индустрии как профессионала, который знает себе цену. Но для самого Керема этот случай стал еще одним напоминанием о том, какой ценой достается слава. О том, что когда ты становишься публичной фигурой, люди считают, что имеют право обсуждать, оценивать и даже высмеивать любые аспекты твоей жизни. И выбор каждого – смириться с этим или установить границы. Бурсин выбрал второе. Он дал понять, что уважает своих фанатов, ценит их поддержку, открыт для общения, но его личная жизнь, его эмоции, его боль – это не материал для чужих шуток. И эта позиция только усилила уважение к нему. Люди увидели не просто актера, а личность с принципами, которые не меняются в зависимости от обстоятельств. После этого случая стало окончательно ясно: Керем Бурсин больше, чем просто красивое лицо турецкого кино. Он стал символом нового поколения артистов, которые понимают свою ценность, которые не готовы жертвовать достоинством ради минутной популярности. Он показал, что можно быть успешным, не теряя человечности, можно быть звездой, оставаясь настоящим. И именно это сочетание – талант, харизма, принципиальность и человечность – превратило Бурсина в нечто большее, чем просто турецкого актера. Он стал лицом новой эпохи, мостом между культурами, символом того, как должен выглядеть современный артист в мире, где границы стираются, а истинные ценности становятся важнее географического происхождения. Октябрь 2025 года. Керем Бурсин сидит в уютном кафе где-то в Стамбуле, попивая турецкий кофе и просматривая сценарий нового проекта. Рядом лежит его неизменный блокнот, в котором он делает пометки. У его ног дремлет Гектор. Это обычное утро для человека, чья жизнь давно перестала быть обычной, но который упорно сохраняет эти островки нормальности среди океана славы. За последние годы карьера Бурсина вышла на совершенно новый уровень. Он больше не просто звезда турецких сериалов, он стал глобальным брендом. Международные стриминговые платформы выстраиваются в очередь, предлагая ему главные роли в проектах, которые будут транслироваться по всему миру. Netflix, Amazon Prime, Disney+, все они видят в Кереме идеального актера для историй,
которые должны найти отклик у аудитории разных культур. Бурсин тщательно выбирает проекты. Он больше не гонится за количеством, для него важно качество, важна история, которую он будет рассказывать. Керем ищет роли, которые бросают вызов, которые позволяют ему расти как актеру. Он отказывается от очередных романтических комедий, хотя они гарантируют коммерческий успех, потому что хочет показать свой диапазон, доказать, что способен на большее. В его портфолио появляются драматические роли, исторические проекты, психологические триллеры. Керем играет сложных персонажей с темным прошлым, людей, стоящих перед моральным выбором, героев, которые не делятся на черное и белое. Критики отмечают его рост, его способность передавать тончайшие эмоциональные нюансы, его готовность идти на риск ради роли. Параллельно с актерской карьерой Бурсин развивает и другие направления. Он становится амбассадором крупных международных брендов, не только модных домов, которые ценят его стиль и внешность, но и компаний, чьи ценности совпадают с его собственными. Керем тщательно отбирает партнерство, отказываясь от выгодных контрактов, если бренд не соответствует его принципам. Особое внимание он уделяет благотворительности. Бурсин активно поддерживает образовательные программы для детей из малообеспеченных семей, особенно тех, кто мечтает о карьере в искусстве. Он помнит, как сам пробивался без поддержки родителей, и хочет дать шанс тем, кто оказался в похожей ситуации. Керем финансирует стипендии, организует мастер-классы, лично встречается с молодыми актерами, делясь своим опытом. Он также участвует в экологических инициативах, поддерживает приюты для бездомных животных, выступает за права человека. Бурсин использует свою платформу не только для продвижения собственной карьеры, но и для того, чтобы привлечь внимание к важным социальным проблемам. Его посты в социальных сетях сочетают личные моменты с призывами к действию, вдохновляя миллионы подписчиков на позитивные изменения. На международных кинофестивалях Керема встречают как представителя нового турецкого кино. Он ходит на панельные дискуссии, где говорит о том, как турецкая индустрия развивается, как она сочетает восточные традиции с западными технологиями производства. Бурсин стал неофициальным культурным послом, мостом между Турцией и остальным миром. Его стиль и в одежде, и в поведении стал предметом восхищения и подражания. Керем умеет выглядеть одинаково органично и в классическом костюме на красной дорожке, и в джинсах с футболкой на прогулке с собакой. Его образ сочетает европейскую элегантность с восточной харизмой, современность с традиционными ценностями. Но что действительно выделяет Бурсина среди других звезд, это его способность оставаться человеком. Несмотря на плотный график, он находит время для простых радостей: утренний кофе, прогулка с Гектором, встреча со старыми друзьями. Керем не живет в золотой клетке славы, он сознательно создает пространство для обычной жизни, понимая, что без этого легко потерять связь с реальностью. В интервью он часто говорит о том, что успех для него – это не награды и не количество подписчиков в социальных сетях. Успех – это способность засыпать с чистой совестью, знание того, что ты остался верен себе, что не предал свои принципы ради карьеры. Керем признается, что были моменты, когда его искушали огромными гонорарами за проекты, которые противоречили его ценностям, и он отказывался, даже если это означало финансовые потери. Его философия проста: деньги приходят и уходят, слава временна, но характер остается навсегда. То, кем ты являешься, когда никто не смотрит, вот что действительно определяет человека. И Бурсин живет в соответствии с этой философией, не только декларируя принципы, но и следуя им в повседневной жизни. Молодые актеры в Турции и за ее пределами смотрят на Керема как на пример того, как можно построить международную карьеру, не теряя культурной идентичности. Он доказал, что не нужно становиться безликим космополитом, чтобы завоевать мировую аудиторию. Можно быть турком, гордиться своими корнями и при этом говорить на языке, понятном людям любой национальности, языке искренних эмоций и настоящего таланта. Керем Бурсин изменил представление о том, как должен выглядеть турецкий актер на мировой арене. До него турецкое кино ассоциировалось в основном с мелодраматическими сериалами для определенной аудитории.
Он расширил эти рамки, показав, что турецкие артисты могут конкурировать на равных с голливудскими звездами, что они обладают уникальным сочетанием качеств, технической подготовкой западных актеров и эмоциональной глубиной восточной культуры. Сегодня, когда Бурсин идет по улицам Стамбула, Нью-Йорка или Парижа, его узнают повсюду. Но для него это не повод задирать нос, наоборот, он воспринимает это как ответственность. Керем понимает, что миллионы людей смотрят на него, вдохновляются его историей, берут пример с его поведения. И он старается быть достойным этого доверия. Его путь от голодного студента в американской провинции до международной звезды – это не просто история успеха. Это история о том, что настоящая сила заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда жизнь сбивает с ног. О том, что талант без характера – всего лишь потенциал, который может никогда не реализоваться. О том, что уважение нельзя купить или заработать одной удачной ролью, его можно только заслужить годами последовательного поведения. Керем Бурсин доказал то, что многие считали невозможным. Он показал, что чтобы стать настоящим принцем, не нужны короны, древние династии или королевская кровь. Нужно просто оставаться собой, даже когда весь мир пытается превратить тебя в кого-то другого. Нужно помнить о том, откуда ты пришел, и не забывать тех, кто помог тебе на этом пути. Нужно иметь мужество говорить «нет», когда все вокруг говорят «да», и силу идти дальше, когда кажется, что путь закончился. Сегодня, в октябре 2025 года, Керем Бурсин стоит на вершине своей карьеры. Но для него это не конечная точка, а очередной этап долгого путешествия. Впереди новые роли, новые вызовы, новые возможности показать миру, что восточная харизма и западный профессионализм могут создать нечто уникальное, способное вдохновлять миллионы. Он остается верен себе, дисциплинированным, принципиальным, человечным. Каждое утро он просыпается с благодарностью за возможность заниматься любимым делом. Каждый вечер засыпается сознанием того, что прожил день так, как считает правильным. И в этом, возможно, и заключается настоящий успех, не в наградах и не в признании, а в способности смотреть в зеркало и видеть там человека, которым ты гордишься. История Керема Бурсина продолжается, и лучшие главы, возможно, еще впереди. Но даже если бы она закончилась сегодня, его наследие осталось бы, как пример того, что мечты сбываются, когда ты готов работать до седьмого пота ради них. Что происхождение не определяет судьбу, а характер важнее обстоятельств. Что настоящая звезда светит не только на экране, но и в реальной жизни, освещая путь тем, кто идет следом. Вот такой он, Керем Бурсин. Человек, который прошел путь от безвестного студента до международной звезды, не потеряв при этом самого главного – себя настоящего. Его история напоминает нам, что каждый из нас способен на большее, чем кажется. Что упорство, принципы и верность своим мечтам всегда приводят к результату, пусть и не сразу. Если вам понравилась эта история, если она вдохновила или просто тронула ваше сердце, поддержите наш канал. Подписывайтесь на «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые истории о людях, которые меняют мир своим талантом и характером. Ставьте лайк этому видео, это помогает нам создавать для вас еще больше качественного контента. И обязательно делитесь в комментариях, что вас больше всего впечатлило в истории Керема Бурсина. Какой момент его пути откликнулся в вашем сердце? Знали ли вы о нем раньше, или это открытие стало для вас неожиданностью? Нам невероятно важно ваше мнение, ведь именно вы вдохновляете нас рассказывать эти истории. Спасибо, что были с нами до конца. До встречи в следующих выпусках «Любовь и мечты».